Си Цзиньпин ставит ультиматум, кого освободили из лукашенковской тюрьмы и кто может захватить мир после падения человечества. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Масштабный обстрел Украины. Россияне выпускают невероятное количество ракет и дронов за короткое время. Странная реакция Маска на заявление Зеленского. Пробуем объяснить. Встреча прошлого и будущего. Что Си сказал Байдену вслед? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Россия обстреляла Украину крылатыми ракетами и дронами. Даже российские паблики пишут об одной из самых массовых атак по территории Украины, не скрываясь, радуются попаданиям по энергетической инфраструктуре и тому, что гражданские, мирные люди остаются без света и тепла. Президент Украины написал в своем телеграм-канале о том, что россияне использовали 120 ракет и 90 дронов для этой атаки, 140 целей было уничтожено. В отражении этого обстрела принимали участие в том числе и самолеты F-16, об их эффективности пока официально заявлений не было. Польша поднимала в воздух свои истребители тоже для защиты воздушного пространства уже своего, а медиа публикуют предварительный список всего, что летело в эту ночь и утро по территории Украины на протяжении 2 часов. Крылатые ракеты Х-101, Х-55 с бортов Ту-95МС, калибры и другие ракеты из Черного и Азовского морей, сверхзвуковые ракеты Х-22, тоже с бортов Ту-22М3, баллистические ракеты «Искандер», зенитные ракеты с установок С-300 и С-400, аэробаллистические ракеты класса «Кинжал», гиперзвуковые крылатые ракеты комплекса «Циркон», беспилотники разных видов, это и «Шахеды», и так называемая «Гербера», и дроны имитационного назначения. Все, что нужно знать о российской готовности и предрасположенности к переговорам, мы увидели этим утром. Последствия прилетов и разрушений опубликуют в Телеграм и новостные сайты, и их довольно много. Мы примерно представляем ваши мысли по этому поводу, точнее, какими словами их можно описать, но тем не менее прошу вас написать в комментарии свои мысли, сигналом, для кого стал этот обстрел. Министр иностранных дел Украины говорит, что, цитирую, «это настоящий ответ военного преступника Путина всем тем, кто звонил и посещал его в последнее время. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение». Конец цитаты. Мы спросили у наших телеграм-подписчиков, спрашиваю и у вас, ведь не так давно Олаф Шольц разговаривал с Путиным, Дональд Трамп пытался тоже поговорить, Владимир Зеленский заявлял о том, что россиянам нужно убраться с территории Украины, и тогда можно идти на переговоры. Сказал он, к слову, об этом в интервью, часть которого высмеял Илон Маск, поставив под сомнение украинскую субъектность. Может быть, это посыл Илону Маску, может быть, кому-то из вышеперечисленных. Пишите в комментарии. Ну а голоса наших телеграм-подписчиков распределились следующим образом. Итак, большая часть подписчиков, а именно 44%, считают, что это послание было для Владимира Зеленского, президента Украины. 31% из подписчиков нашего телеграм-канала считают, что этот сигнал был направлен Трампу или Маску. 16% адресуют его Шольцу, а 9% указали свой вариант в комментариях. Теперь детальнее об Илоне Маске и его реакции на слова президента України в інтерв'ю Суспільному. Ми незалежна Україна, і мені здається, в час цієї війни наш народ, і я особисто в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки і з Трампом, і з Байденом, і з іншими європейськими лідерами довели, що з нами риторика «сідай і слухай» не працюючи. І це не через те, що ми такі, а через те, що так ми повинні відноситись в принципі до будь-якої країни, будь-якого народу, будь-якого лідера. Поважати. Це, в принципі, рівність, одна з цих цінностей, за які мы боремся сегодня. Но текст перевода в титрах, которыми снабдил видеоресурс «Вышеград», который и посмотрел Илон Маск, не соответствовали реальным словам президента. Ну а реакция американского бизнесмена в сети X или Twitter была довольно странной. Его чувство юмора восхитительно. Мы поговорили с украинским политтехнологом о том, для чего нужен был этот обстрел именно сейчас и о его впечатлениях в принципе. Шли шахеды, слышна была работа
воздушной обороны, мобильных групп. Потом было уже слышно, когда летели ракеты крылатые, которые запускали с самолетов, тоже противовоздушная оборона. Очень сильные взрывы были, когда запускались кинжалы, цирконы и так далее. Это было очень чувствительно, по крайней мере, в нашем районе Киева. Это говорит о том, что россияне и дальше продолжают свою тактику ударов, в том числе по энергетике, надеясь заморозить Украину, уничтожив возможности обеспечивать людей не сколько светом, электричеством, а сколько теплом. Они же там по ТЭЦ бьют и так далее. Но есть подозрение, что не сильно получится в любом случае, тем более, что в Украине возможно холодная зима, а в России точно холодная зима. И у Украины есть уже возможности бить по территории России уже собственными дронами, по их энергетике, а уже тоже этой зимой. И посмотрим, у кого получится лучше. Бывший посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что режим Александра Лукашенко удерживает как минимум 12 граждан Украины, обвиненных по политически мотивированным статьям, которые официально обозначаются как экстремистские. По словам Кизима, представители украинской дипломатии уже смогли встретиться с некоторыми из задержанных, а лукашенковские пропагандисты тем временем раскрывают фамилии 7 человек, которые были помилованы режимом. Это Александр Бойко, Эдуард Исаев, Алексей Ярошевич, Екатерина Шаблинская-Иванова, а также политзаключенный по фамилии Белемук. На встрече с президентом США Джо Байденом в Перу председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что позиция Китая по Украине остается честной и справедливой, и говорит, тайваньский вопрос является красной линией для Пекина, а также китайский лидер выражает готовность реагировать на эскалацию ситуации на Корейском полуострове. Отношения между Китаем и США пережили взлеты и падения, но под совместным руководством обе стороны также вели плодотворный диалог и сотрудничество, и отношения в целом оставались стабильными. Эти события подтверждают опыт и уроки последних 45 лет дипломатических отношений между Китаем и США. Когда две страны относятся друг к другу как к партнерам и друзьям, ищут общую почву, откладывая разногласия, и помогают друг другу добиваться успеха, наши отношения значительно продвинутся. Но если они будут воспринимать друг друга как соперников или противников, будут вести жестокую конкуренцию и стремиться навредить друг другу, мы испортим отношения или даже отбросим их назад. На дипломатическом языке последнюю фразу можно расценивать как некое предупреждение. Президент Байден выступил с жесткой критикой размещения тысяч северокорейских военнослужащих на территории России, назвав это опасным усилением незаконной войны, которую Россия ведет против Украины. По мнению главы Белого дома, такое развитие событий несет серьезную угрозу международной стабильности, подрывая безопасность не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, президент выразил серьезное беспокойство по поводу продолжающейся поддержки России Китаем. Эти действия, по его словам, еще больше обостряют ситуацию и угрожают глобальному порядку. А мы поговорили об этом с политтехнологом Тарасом Загородним. В любом случае, это прощальные встречи Байдена, какие-то фиксации каких-то обязательств, которые были выполнены всеми сторонами, что, возможно, должно быть выполнено, какие процессы запущены, и так далее. Понятно, что не только Украина стала предметом разговоров, это больше взаимодействия этих стран. Там основные направляющие, которые там обсуждались, не только Тайвань, я уверен, там много чего другого обсуждалось. А в отношении того, что какую позицию занимает Китай, Китай же не требует вывода всех войск с территории Украины, не требует компенсации, не требует то, что написано, в принципе, наказание, то, что написано в уставе ООН, на который часто ссылается Китай. И поэтому в данном случае, когда они говорят, что позиция честная, да, но не так. Си Цзиньпин также отметил готовность сотрудничать с новой администрацией Белого дома, несмотря на заявление избранного президента Дональда Трампа о планируемых жестких мерах сдерживания Китая. Если человечество исчезнет, именно осьминоги могут стать доминирующим видом, способным создать новую цивилизацию.
К такому неожиданному выводу пришли ученые, изучая интеллектуальные способности этих ребят. Профессор Оксфордского университета Тим Коулсон утверждает, что осьминоги обладают уникальными задатками для адаптации и выживания в самых сложных условиях. Их эволюционный потенциал может позволить им занять место лидирующего вида на планете. Их способность решать сложные задачи, общаться друг с другом с помощью вспышек цвета, манипулировать предметами и даже маскироваться с поразительной точностью позволяет предположить, что при наличии подходящих условий окружающей среды они могли бы развиться в вид, создающий цивилизацию после вымирания людей. Кроме того, осьминоги умеют отличать виртуальные образы от реальных объектов, что свидетельствует о глубине их когнитивных способностей. Они используют сложные инструменты, мастерски маскируются и адаптируются к любой среде. Эти характеристики при дальнейшем развитии могут превратить осьминогов в вид, способный сформировать новый порядок на Земле после исчезновения человечества. Шоу Дмитрия Танковича «А я сейчас вам покажу» меняет прописку. Теперь оно будет выходить на канале Нехта Момент. Подпишитесь, если еще не сделали этого. Там уже много интересного. Большое количество различных форматов, связанных не только с новостями. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.